В Нижегородской области закрыли реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков. Как выяснилось, он работал незаконно. Некоторых пациентов, помимо их воли, сюда сдали родственники. Методы далекие от медицинских. Следственный комитет проверит Челябинский реабилитационный центр для наркозависимых, в котором якобы устраивали пытки. Тем временем в Подмосковье разгорается скандал вокруг деятельности одного из центров по реабилитации наркозависимости. Подробности тяжелых будней пациентов вскрылись после того, как одному из клиентов удалось бежать. В Подмосковье полиция и ФСБ штурмом взяли реабилитационный центр, больше похожий на секту. Там якобы лечили от алкогольной и наркозависимости, фактически превратив пациентов в пленников. Пациентов реабилитационного центра в Омске лечили побоями. Силовики пресекли деятельность организации, которая должна была помогать алкоголикам и наркоманам вернуться к нормальной жизни. Он бил в те места, где не остаются синяков. После курса реабилитации Владимир Новиков заново учился ходить и говорить. Когда пациентов перевозили из Люберецкого в Одинцовский район, он выпрыгнул из окна автобуса прямо на МКАД. По словам мужчины, других вариантов не было. В центре его удерживали насильно, избивали, давили на психику и пытались завербовать в секту. Проводятся группы постоянной молитвы. Да, вроде в этих молитвах на самом деле ничего нет. Там, Боже, дай мне разум, душевный покой и тому подобное. Я скрыл окно, попытался убежать, да, хотя там решетки находятся внизу, на первом этаже. И меня просто вывели с группы, повели в подвал, где применяли силу, там, избили, поломали ребра. И вот в таком состоянии я тут проводил. На такую горе-реабилитацию Сергея определила мама. Увидела рекламу по телевизору. Все эти фрагменты – лишь малая часть тех ужасов, которые творятся в реабилитационных центрах. Лишь немногие пострадавшие сумели громко заявить о своих историях. В эту самую секунду тысячи невинных людей находятся в заточении в центрах без связи с внешним миром. К сожалению, об этих центрах и 12-шаговой программе я знаю не понаслышке. Моя мать обратилась в организацию «Сильная Россия» под руководством Карпухова Павла. Одна из сфер деятельности этой организации является похищение людей и помещение их в реабилитационные центры. По словам моей матери, захват стоил 50 тысяч рублей. Но похищение «Сильной России» – это не первое мое похищение. До этого были еще попытки, но только сотворенные руками лишь моих родителей. На момент похищения я жила в Самаре со своим парнем. Моим родителям это не нравилось, потому что у них были особые планы на мое будущее. Они хотели выдать меня замуж за еврея, обязательно с гражданством Израиля, чтобы я получила его тоже. С самого раннего детства меня заставляли учить еврейские обычаи и водили в воскресную еврейскую школу. И родители велели мне всем говорить, что я еврейка по национальности. Хотя на самом деле ни я, ни мои родители, ни кто-либо из ближайших и даже дальних родственников евреями не являются. А также мои родители тесно общаются с главным раввином Пензенской области. И, как вы понимаете, им не очень понравилось, что я объявила о том, что переезжаю из Пензы в Самару и буду жить со своим парнем. И на момент принятия этого решения я уже была совершеннолетней. Когда я сообщила матери и отцу о своем решении, мать повела себя очень неадекватно. Мать угрожала не только лично, но и при помощи третьих лиц. Нас терроризировали звонками и ложными заявлениями в полицию. И эта травля до сих пор продолжается в адрес моей настоящей семьи. Своих кровных родственников, кроме как бандитами, я назвать не могу из-за того, что они творили. Первое похищение случилось 11 ноября. Я получила СМС от отца с просьбой прийти к бабушке в гости, чтобы решить вопрос с документами. Я точно знала, что в квартире находится моя мама, сестра и бабушка. Я не подозревала, что там может быть кто-то еще. Меня попросили взять документы и компьютер. И, как мне пообещали, мы решим вопросы, то есть как-то электронно вобьем данные, и я смогу пойти со своей сестрой гулять. Так как я с ней давно не виделась, я была очень рада и вообще без задней мысли пошла к бабушке. Оказалось, что помимо моей мамы, Богородской Лилии, бабушки, Мартьяновой Веры, сестры Жени, находится еще мой отец, Богородский Георгий, мой дедушка Владимир Васильевич Мартьянов
и друг семьи, как он назвался, Илья. Я не знаю, кто это, может быть, бывший сотрудник, может быть, какой-то действующий сотрудник моего деда, но он, тем не менее, помогал в этом похищении. Как только я ступила на порог квартиры, пройдя буквально пару метров, за мной заперлась дверь, и дверь такая, что когда там вынешь ключ, уже выйти никак нельзя, то есть никаких защелок других дополнительных там нет. Меня обступили все эти взрослые люди, ну вы представляете, три взрослых мужика начали как бы на тебя нападать, они начали мне угрожать, избивать. Дед схватил меня за горло, потому что разозлился. Мать с бабушкой просто спокойно на это смотрели. Они все время ходили за мной из комнаты в комнату, угрожали мне, угрожали моему мужу, что они его достанут, что они упекут меня в психушку, что лишат дееспособности, и требовали, чтобы я немедленно возвращалась обратно в Пензу, где жили мои родители. Этот ад продолжался на протяжении 6 часов. Я кричала о помощи, я стучала в двери, я стучала в окна. И вообще получила абсолютное равнодушие. Никто не вызвал полицию, никто не попытался даже позвонить в дверь. И лишь где-то в 11 часов ночи, когда вот эта вся шайка решила погрузить меня в машину и отвезти в Пензу, сестра позвонила в полицию, есть зафиксированный звонок вот о том, что меня похитили и незаконно удерживают в квартире по такому-то адресу. Но было уже поздно. Вот этот вот друг семьи Илья, мой отец, дед, они все вместе схватили меня и потащили вниз к машине, запихали в машину, и всю дорогу на меня также сыпались угрозы, унижения, какая я тварь, какая я вообще непослушная. Вот еще обязательный момент, я должна сказать, что эти люди, если не абсолютно, то в очень большой степени неадекватны. Я точно знаю, что мой дед, что моя бабушка, они нездоровы психически. И также сестра моего дедушки тоже психически нездорова, и его мать. Ну, это точно я знаю, что они наблюдаются у психиатров. Также, ну, видимо, неофициально, я это точно не знаю. Мой дедушка ходил к психиатру, пил какие-то, наверное, успокоительные таблетки или вот что-то в этом роде. Моя мать, сколько я себя помню, терроризировала меня, отца, сестру, то есть всю семью. И вот вся эта история — наглядный пример того, что будет, если у неадекватных людей появятся деньги и власть. Ну так вот, я немного отвлеклась. В 11 часов вечера сестра вызвала полицию, и, к сожалению, они не успели приехать, меня уже погрузили в машину и отвезли из Самары в Пензу. Полиция, хоть и с опозданием, но приехала, и с ними договорился, как я понимаю, подкупил дед, и то есть они вообще не разбирались с этим делом, просто его замяли. Как только меня привезли в Пензу, то есть на следующий день, 12 ноября, я сумела сбежать и добраться на поезде в Самару. Муж был просто в огромном шоке, какая я приехала, вся трясущаяся, грязная, просто в той же старой одежде, в которой я ушла, ну, это понятно, и с синяками по всему телу. После этого случая мы сразу же решили подать заявление в ЗАГС, чтобы юридически скрепить наш союз. 13 ноября мы вышли из дома с моим мужем и его отцом, и со спины ко мне подбежал мой отец и попытался затолкать меня в машину. С ним еще был вот этот друг семьи и еще третий мужчина, которого я не разглядела. Я и муж сели в машину, а отец мужа вышел поговорить с моим отцом, который тут же начал предлагать ему деньги за меня. Он, конечно же, получил отказ, и мы успешно уехали, чтобы подать заявление в ЗАГС. Далее начался сущий ад. Мы просто боялись выйти из дома, мы боялись каждого звонка. Мама мужа приносила нам продукты. Взломали мои соцсети, соцсети мужа. Также писали и звонили какие-то неизвестные третьи лица друзьям и знакомым моим и мужа. Несмотря на все это, я продолжала учиться в школе, потому что нахожусь на дистанционном обучении с середины 6 класса.
И нетрудно догадаться, что 4 декабря мне надо было написать итоговое допускное сочинение, допускное к ЕГЭ, так как я училась в 11 классе. Просто запомните эту деталь, она будет важна чуть позже. Ну вот, спустя какое-то время паника поутихла, мы даже начали выходить из дома, но выходили мы из дома в основном только по ночам или с отцом мужа, и обязательно с перцовыми баллончиками, потому что опасались за свою жизнь. Нам барабанили в двери, вокруг стояли подозрительные, около подъезда стояли подозрительные машины с видеорегистратором. Основной мотивацией похищений, помимо неадекватного желания контроля над моей жизнью, была недвижимость, которая переписана на меня во время банкротства компании «Клевер». Это инженерно-строительная компания моего деда, где учредителями является моя мать и ее сестра, то есть моя тетя. Здание компании сейчас сдается в аренду Первомайскому районному суду. Мои родственники уже давно известны в Пензенской области как мошенники. Достаточно почитать негативные отзывы в интернете, коих предостаточно. Вся эта информация находится в открытом доступе, и ссылку на нее я оставлю в комментариях. Из-за долгов, которые составляют около миллиарда рублей, Мартьянову пришлось объявить фирму банкротом, а всю недвижимость переписать на внуков, чтобы ее не изъяли в счет долгов. Банк Кузнецкий не единственный, кому он должен немалую сумму. Более 10 лет я была свидетельницей их непрекращающейся дележки денег, которые они своровали у сотрудников фирмы. И в этой дележке крайне оказалась именно я, потому что имущество решили отжать путем лишения меня дееспособности. Первым их шагом было незаконное похищение меня при помощи организации «Сильная Россия». На фотографии один из похитителей, который доставил меня в центр «Феникс». Его, как известно, успешно отмазали от уголовного наказания, собственно, так же, как и моих родственников. Где-то в 10 часов утра я со своим мужем приехали в школу. Он проводил меня, так как до сих пор опасался за мою безопасность, чтобы написать сочинение. Я его спокойно написала, позвонила мужу, чтобы он забрал меня, но он не успел этого сделать. Охранник впустил 2 очень крупных и устрашающе выглядящих мужчин. Спросили мою фамилию Богородская, показали мне какую-то левую корочку, которую я вообще не успела разглядеть, как потом мне стало известно, она фальшивая. Ну, то есть они представились правоохранительными органами, схватили меня за руки и потащили по снегу к машине. Видео моего похищения зафиксировали камеры видеонаблюдения, и это также приложено к делу. Когда муж понял, что произошло, что меня похитили, он тут же вызвал полицию, приехало несколько бригад, или я не знаю, как их точно, то есть групп полицейских, и стали допрашивать свидетелей. Было заведено уголовное дело о похищении человека. Меня поместили в Центр социальной адаптации «Феникс», утверждая, что прямо сейчас я нахожусь под действием наркотического вещества, хотя никогда никаких наркотических веществ я не употребляла. Но они упорно пытались меня в этом убедить. Во время того, как мы ехали из Самары в Тольятти, надо мной всячески издевались. Вы только подумайте, 2 огромных мужиков орут на тебя, выворачивая карманы, что сейчас звездец твоему мужу, что сейчас его уже примут. А я же не понимала, кто это, я же не понимала, что это просто разыгрывается какой-то спектакль. Говорили, что я сейчас неадекват, орали на меня, да что я вообще о себе возомнила, да что я сделала с матерью. Всячески угрожали мне, что вот сейчас мы возьмем анализы. Ну, я знала, что у меня в крови нет никаких веществ, и поэтому я была согласна, конечно же, на все анализы, но этого не произошло. То есть меня всячески морально унижали, запугивали, и когда я прибыла в этот центр, я была просто никакая. Ну, и еще пример, который меня поразил, ну, даже не пример, а событие. После того, когда я уже общалась с матерью, когда она все-таки меня забрала, но это было гораздо-гораздо позже, она сказала, что мальчики так развлекались, они же тебя очень долго ждали, ну, со школы, то есть ты долго писала сочинения, и вот они решили поразвлекаться. То есть
Это еще один пример того, какая моя мать садистка, так же, как и, я не знаю даже, как и надзиратели в этих центрах. В центре тоже начали обвинять меня, говорить, что я вру и притворяюсь, что почему меня так трясет, что я по-любому сейчас что-то хочу употребить, что я сейчас под действием чего-то, или там оно заканчивается. Я не помню, мне все разное говорили. И, то есть, всячески пытались меня как-то устыдить, запугать. И в ответ на это я обратилась... Ну, там есть консультанты, то есть как бы бывшие наркоманы, которые там рулят всем. Так как начальства не было, я обратилась к консультантше Диане и сказала ей: вот возьмите у меня анализы, если вы утверждаете. Она сказала: милая моя, по тебе все и так видно, что ты мне врешь. И я сказала: ну, давайте тогда решим с начальством. То есть меня поместили сюда незаконно. Она рассмеялась. Вот, и я ей сказала: когда начальство будет? Она говорит: завтра-послезавтра. Я говорю: ну, возьмите тогда анализы завтра-послезавтра. Она рассмеялась и сказала, что завтра-послезавтра уже все выветрится и что я вру. Но все-таки через несколько дней я смогла добиться взятия анализов. Но мне никто не показал документы, где бы говорились результаты. Мне просто показали какую-то непонятную фотографию скрина, где показывалось, что в моей крови находится какое-то просто лютейшее вещество. И меня пытались убедить, что я на нем сижу и что я его хочу употребить. И на протяжении 12 дней меня всячески обрабатывали психологи, консультанты, директор этого заведения. И так как мой муж написал заявление о моем похищении, меня объявили в розыск, и меня директор и психологи данного заведения заставили записать видео для Следственного комитета, что со мной все хорошо. Там мозговыносящая просто атмосфера, там нельзя ни смотреть телевизор, ну, там только, по-моему, 2 часа в день можно смотреть телевизор, и там нельзя ни читать, ни куда-то выходить, конечно, на улицу нельзя выходить, там заклеены окна, там дают мало еды, то есть всего 3 раза в день кормят, там очень гнетущая и унижающая достоинство человека атмосфера. Приходится постоянно читать эти карточки. Вот вы можете видеть карточки, вот эти «только сегодня», что такое АН, мы действительно выздоравливаем. И если вы человек, который умеет искать информацию в интернете, человек с критическим мышлением, то вам давно уже стало понятно, что это все просто поганая секта. Что нужно верить АН и вот этим всем дневникам и литературе просто потому, что это АН. И самое интересное, что там написано: АН — это ни в коем случае не секта, хотя у них просто все признаки сектантства. И еще они прикрываются религией, хотя говорят, что у них просто некая абстрактная высшая сила. На самом деле, что в одном центре, где я была, что в другом, там везде были иконы и говорили: молись, молись, молись. Люди там истощены морально и физически. Вот кто помоложе, где вот в первом центре я была, там были девочки помоложе, ну, они тоже безумно хотели домой. И, понимаете, это не выздоровление. И где были девочки постарше, ну, так как я была в комнате девочек, это понятно, они просто чуть ли не лезли на стенку и говорили, даже была вот такая фраза, которая меня очень напугала. Одна из девушек, я немного забегу вперед, но просто не могу это не сказать, одна из девушек сказала, что когда я выйду, и если я захочу употребить, я сразу же сделаю себе передоз, только чтобы не попасть в этот центр снова. То есть люди не хотят не употреблять просто, чтобы как-то избавиться от болезни, избавиться от зависимости, а просто, чтобы не попасть в эти центры. При мне день и ночь кричал связанный человек. Это было во втором центре. Мне никто не сказал, кто он такой. Это был мужчина. Его избивали, ему не давали есть, всячески действовали на него психологически. То есть это те заведения, где ломают людей. И ты не можешь связаться со своими родными и близкими, так как у тебя просто отбирают телефон. У людей, у которых документы с собой, у них отбирают документы, заставляют подписывать
документ, что ты там находишься на добровольной основе. Меня заставили подписать документ, что я нахожусь на реабилитации из-за диагноза депрессия на добровольной основе. Ну и понятно, что где тебя всячески унижают, где ты не можешь лишнего слова сказать, где охранники просто смотрят на тебя, как будто, не знаю, ты враг народа, всячески измываются над тобой, могут посадить в карцер за любую провинность, лишить еды. Понятно, что там ты будешь записывать видео, какие им надо, подписывать документы, какие им надо. И реабилитантов тоже могут настроить против тебя, сказать про тебя какую-то гадость. И ужас в том, что этими центрами заведуют действующие или бывшие наркоманы со стажем. И я, как человек, который не является им, была просто в ужасе. Также из-за этих центров у меня были огромные проблемы со здоровьем. Мой муж, ему приходилось просто мешками мне таскать лекарства. Также у меня появился герпес, просто в ужасной форме, меня лихорадило, мне было очень плохо. И также куча очень сильных болячек, у меня было нервное истощение, и то есть я могла любую простуду подхватить. И то есть я не выходила из дома практически месяц, как только все это закончилось. И со мной лежали в этих центрах люди с ВИЧ и СПИД, с гепатитом, с туберкулезом. То есть я просто, как говорится, девочка-припевочка попала туда, и при мне привезли реальную наркоманку. Я не говорю, что они все плохие люди, я просто говорю, что это люди вообще не моего слоя общества, и что я была просто в шоке. И меня пытались убедить, что я употребляла вещества, и то есть меня всячески унижали. Когда я подходила к управляющему, к консультантам, они все общались со мной на полуухмылке, как бы, когда я там заболела, я в первом центре очень сильно заболела, у меня была температура 38, меня просто оставили там лежать, и еще вот это главное, тетя Фифа вся из себя такая подходила ко мне, и да что ты врешь? Нет, она говорила не так, они там говорят как зэки, вот на жаргоне на своем, она, да ты гонишь, да что ты гонишь, вот ты притворяешься, и я просто, я не знала, что делать, я не знала вообще, как быть, я просто ушла в воспоминания, в какое-то исступление. Вот у меня была только тетрадка, я писала там какие-нибудь стихи, ну как стихи, песни, которые я помнила наизусть, да, какие-то стихи, свои размышления, рисовала там цветочки, просто чтобы не сойти с ума. И мне еще повезло, потому что вот изучая эту тему, готовя материал для видео, я видела, как людей заставляют есть чан перловки. Я неоднократно слышала вот о таком ужасе из репортажей, как заставляют гири таскать, бревна, как их избивают, ломают им ребра. И вот эта реабилитация, она может длиться бесконечно, от года и больше. И человеку просто промывают мозги, он превращается в послушную куклу и любит своих мучителей. И они постоянно ему внушают: ты сорвешься, ты сорвешься, ты сорвешься без этого центра. А родителям все время говорят, тянут из них деньги, ну, родственникам, друзьям, ну, кто положил этого человека, больного, так скажем, в центр, что он еще не выздоровел, а связываться с ним не дают. И вот в одном центре 30 тысяч рублей в месяц стоит содержание, а в другом 50, но есть еще и больше, я знаю. И вот они тянут деньги до бесконечности. И человек пишет эти шаги. Я изучила вот материал, и тоже ссылка будет в комментарии прикрепленном, что 12-шаговая программа не работает в изоляции. То есть это на собрание НА люди должны приходить, вот знаете, как в американских фильмах, где они садятся и представляют теле своими переживаниями. И, то есть приходить только на добровольной основе. Вот это запугивание палками и так далее, нельзя так делать.
То есть это просто ломает человека. Ну, я очень долгое время чувствовала, и даже до сих пор я чувствую, что у меня что-то внутри сломалось, что я унижена как человеческая личность, и вообще все это действо противоречит правам человека, его свободам и просто свободе личности. Я никогда не думала, что стану жертвой вот этих вот центров, потому что я человек, который абсолютно не имеет отношения ко всему этому движу, и для меня это было безумно дико, страшно, и это был очень травмирующий опыт. И вернемся к хронологическим событиям. Меня там держали около 12 дней в первом центре «Феникс», и как только следствию стало известно, где я нахожусь, они скрывали, мои родители и директор этого центра скрывали, где я нахожусь. Меня забрали родители и затолкали в машину к двум мужчинам кавказской национальности, которые отвезли меня в Рязань. То есть они меня всю дорогу охраняли. Спасибо, что хоть не били. И в Рязанском центре «Рассвет» я пробыла 3 дня. Вот там были уже более взрослые девочки и более взрослые мужчины, то есть от 25 лет, от 30, кажется, даже, и старше, и там я видела гораздо больше боли, вот там связывали человека, пытали, и даже там большинство девочек, они были сидевшие в тюрьме, и многие из них мне говорили, что даже в тюрьме лучше, потому что там хотя бы выпускают на улицу погулять. А вы представляете, кто-то там сидит годами, и там ни глотка свежего воздуха. И еду, которую тебе посылают родители, на которую перечисляют они деньги, ее распределяют на всех, и тебе там достается от упаковки сосисок там пол сосиски или там 1 сосиска, и там на всех, там около 20-30 человек, и вы сами понимаете. То есть это был центр гораздо более жесткий. Но так как я вела себя адекватно, никаких наказаний все-таки не было. Ну и отчасти меня спас мой муж, потому что не было понятно, что со мной делать, потому что все-таки какая-то движуха была с законом, с полицией. Так вот, я пробыла в центре в Рязани «Рассвет» 3 дня, и после меня забрала мать. Мы с ней поехали в Самару, в офис к «Сильной России», где также меня запугивали и угрожали тем, что будет заведено уголовное дело на меня. Я не смогла точно определить их офис, но он, как и у настоящей бандитской группировки, запрятан очень-очень тщательно. И вот примерное местоположение вот здесь вот вы можете видеть на скрине. Под давлением адвоката и главы «Сильная Россия» меня привезли в Следственный комитет на опрос, где я дала ложные показания. То есть меня запугали настолько, что я сказала то, что мне велел говорить адвокат на бумажке. То есть я практически читала с бумажки. И прямо в Следственном комитете. И потом они заставили меня, не без помощи родителей, конечно, в офисе «Сильная Россия» заставили подписать заявление, что я обращалась к ним за помощью, то есть что вся их деятельность и защита, и вот эти вот захваты законно. Я, понятно, все это под давлением подписывала, и, конечно же, это не стоит считать действительным. После всех этих событий мы уехали из Самары в Пензу, в дом моих родителей, и как только появилась возможность, я сбежала в Самару к мужу. В Следственном комитете меня заново опросили, и я рассказала всю правду, все как было, и опровергла все свои показания предыдущие. И также я написала заявление с просьбой защитить меня от всех моих родственников, оградить меня от них, потому что боюсь за свою жизнь и безопасность моего мужа и семьи. На этом история не закончилась. Сейчас стало известно, что моя мать находится в Израиле, а находится она там неспроста, потому что боится наказания за все свои деяния, за то, что ее привлекут к ответственности. И из Израиля она
пишет заявление на моего мужа и его семью. Я записываю это видео с целью расставить все точки над «и» и наказать виновных. Если среди вас или ваших знакомых есть представители СМИ и силовых структур, кто может помочь мне, кто может помочь в том, чтобы наказать всю эту шайку, то пишите вот на эту почту. Я буду вам очень-очень благодарна. Лично от меня в ответ на заявление матери последует заявление о клевете и о похищении и незаконном удержании. Очень прошу распространять это видео, максимальные репосты и просто максимальный резонанс, так как, зная, в какой стране мы живем, в этой ситуации гласность просто необходима. Я благодарю вас за просмотр. До скорых встреч. Я это придумала, да, то, что меня в машину запихали? Ни хрена себе. Ты не придумала, а просто, понимаешь, было бы хуже. Сложились определенные обстоятельства. Вот. И поэтому я срочно выехал в ночь, чтобы это разрулить. Понимаешь? Ты не понимаешь просто. Кто, Мартьянов? Да. Если бы ты была бы здесь, как я хотел, но ты убежала почему-то. А потому что я не желаю с вами оставаться и иметь какие-либо с вами дела. Лер, вот ты меня послушай. Вот ты сейчас живешь с людьми. С какими людьми? Я с людьми ни с какими не живу. С Никитой ты живешь, с его мамой, с его папой, с его бабушкой. Почему ты как черная вдова, ты всех подставляешь? Не надо это. В смысле я всех подставляю? Это вы докапываетесь до всех. Я не хочу с тобой общаться или с матерью, или с кем-либо из этой шайки, из вашей. Не хочу. Тогда то неприятности, значит, будут. Лер, Какие неприятности? У меня будут неприятности, да? будут, Лер. Кто с тобой рядом, у всех могут быть неприятности. Жизнь такая, понимаешь? Если из-за тебя пострадают его родители, зачем это тебе надо? Зачем ты всех подставляешь? Это не я подставляю, это вы психи гребаные. Ты подставляешь, Лер. Это подставляешь ты под психов, правильно? Это психи. Но если тебе так легче, то продолжай. Нет, ты все равно ничему не сможешь противодействовать. Что тебе ожидать? Подумай, что вот стоит ли причинять неприятности семье, которая к тебе отнеслась нормально. Стоит ли это того? Или нет? Я никому не причиняю неприятности, только все от вас идет. Потом рассказывай.